Итак, на этот раз поработаем с давно забытой и заезженной технологией бесконечных зеркал. Казалось бы, что тут можно придумать нового? На этот вопрос мы и постараемся ответить. Приятного просмотра. Итак, те, кто смотрел серию про хутор, знают, что мы нашли и оставили кучу старого старинного барахла. В первую очередь нам нужна бочка. Я думаю, что вот это вполне себе пригодится. Точно в дело пойдет вот эта лампа, старая, ржавая, керосиновая. Вот эту штуку возьмем, снимем с нее кольца. Да, по поводу бочки, на крайний случай возьмем эту, но сейчас сходим в сарай, посмотрим, в каком состоянии та бочка, поэтому пойдем в сарай. Да, эта бочка определенно то, что нам надо. Офигеть, она дубовая. Стопудово дубовая. Супер, прям вообще отлично, то, что надо. Для проекта нам еще нужна старая лестница. Наверное, многие скажут, что это постанова, подстава. Но вот она реально лежит прям тут же. Поэтому сейчас попробуем ее достать. Есть единственный нюанс. То, что весь этот сарай держится на честном слове. Половина там стены уже обрушилась. Надеюсь, что он держится не на этой лестнице. Сейчас мы залезем. Она прибита. Ой. Аккуратно. Чуть-чуть разобралась. Во, супер. То, что надо. Спустя неделю бочка подсохла, запах практически ушел и можно приступать к работе. Первым делом надо слегка почистить ее от ржавчины, грязи и песка, но так, чтобы сохранить антуражный вид столетней бочки. Тут вы, наверное, спросите, зачем вообще ее чистить? А я вам отвечу. В итоге из нее должен получиться такой высокий барный стол. И для того, чтобы не испачкаться стоя рядом с бочкой, мы и убираем очевидную грязь. Лично для меня такие бочки в первую очередь ассоциируются с древними кораблями. Собственно, выражение «деньги на бочку» появилось именно в те времена, когда на палубе и в трюмах повсюду стояли деревянные бочки. Параллельно они и выполняли роль стола. На более современных кораблях такого уже не встретишь. Поверьте, я знаю, о чем говорю, так как побывал практически на всех экземплярах. И у вас, кстати, есть такая же возможность. Именно сейчас самый лучший момент ворваться в мир кораблей, поскольку игра отмечает свой 7-й день рождения. А самое приятное то, что подарки дарят вам. Отмечай семилетие игры «Мир кораблей», покоряя морские просторы и выигрывай современный комп в крутом кастомном дизайне, девайсы для твоего компа или же внутриигровые призы. Вы только посмотрите на эти кастомные компы. Это же произведение искусства, которое может заполучить кто-то из вас. Первый экземпляр называется «Морская мина», второй — «Башня главного калибра», ну и на десерт корабельный гидролокатор. Думаете, это все? Как бы не так. На кону еще 1000 наград, компьютерная периферия, фирменные сувениры с символикой игры и горы внутриигровых призов. От премиум кораблей и дублонов до ценных бонусов и ресурсов, а специально для новичков разыгрываются флагманские смартфоны. Итак, как же заполучить все это добро? Предельно просто. Вы рубитесь в любимую игру, выполняете особые боевые задачи и получаете в награду портальные фишки. Чем больше фишек, тем больше шансов. Все подробности вы найдете по ссылке в описании ролика. Всем 7 футов под килем, командиры, и удачи в розыгрышах. Следующим этапом в кадре появляется лестница, которую мы раздобыли в том же заброшенном сарае. Делаем нехитрые замеры и при помощи японской пилы пилим в намеченном месте. Но тут не все так просто. Как вы уже поняли, нам надо получить эффект бесконечных зеркал. И визуально лестница, состоящая из 2 ступеней, должна выглядеть бесконечно длинной. Для этого та часть, которая будет стоять на зеркале, должна быть в 2 раза короче основного шага лестницы, так как зеркало отразит эту часть и она станет в 2 раза длиннее, то есть необходимого размера. Немного терпения и вы все увидите. Конечно же, такие свежеспиленные торцы бросаются в глаза и не совсем соответствуют общему виду, поэтому при помощи горелки состариваем их. Буквально пару минут, кусочек наждачной бумаги и имеем вот такой результат. Итак, у стола должна быть столешница. Ей мы и занялись. Подобрали подходящую фрезу и при помощи кромочного фрезера делаем выборку. На фрезе установлен подшипник. Он упирается в бочку и повторяет ее форму. Спустя пару проходов имеем практически готовую площадку, на которую можно класть стекло. Делаем контрольный замер, заказываем стекло, в нашем случае 8-мм, прикладываем его, понимаем, где и сколько надо убрать, затем при помощи стамески и дремеля убираем.
После того, как все подогнано и стекло отлично ложится в свое законное место, занимаемся дальнейшим декором. Тут в ход идет все то добро, которое нашлось на хуторе. Кстати, если вдруг не смотрели этот выпуск, очень рекомендую. Видео вышло весьма атмосферно, и уже скоро мы опубликуем вторую серию. А это значит, что вам необходимо посмотреть первую. Вот эта штуковина будет играть роль крюка, на которой мы повесим цепь. Свежеспиленный металл также не очень вписывается в картинку, поэтому при помощи горелки делаем его чуть менее свежеспиленным. Затем такая же процедура делается с цепью. Для того, чтобы получить задуманный эффект, необходим яркий источник света. Его мы решили сделать из старой керосиновой лампы. Понятное дело, что керосином мы ее заправлять не будем, и нам придется ее электрифицировать. Для этого мы отрезали вот такой кусок стальной трубы, зачистили его и приклеили светодиодную ленту. В итоге этот обрезок будет играть роль основы и радиатора, для того, чтобы лента не перегревалась. Итак, все основные составляющие готовы, вернее мы так думали, и решили сделать предварительную сборку. На дно бочки кладем обыкновенное зеркало, затем крепим ржавый крючок, на который вешаем модернизированную керосинку. Отрезаем цепь в нужный размер, ставим лестницу, и остался ключевой финальный штрих. Стекло, которое лежит сверху и является столешницей, необходимо сделать полузеркальным. В этом и есть весь секрет данной технологии. Тут все просто. Немного мыльной воды, полупрозрачная зеркальная пленка и 5 минут работы. Кстати, в процессе съемок у нас всегда остается куча забавных моментов, которые не входят в основное видео. Так вот, мы решили делать нарезку самых смешных моментов и выкладывать в нашем телеграм-канале, в котором мы и так публикуем много интересного и уникального контента из жизни мастерской. Мальчик, уйди с кадра. Ссылка в описании, добро пожаловать. Накидываем стекло на бочку, включаем свет и, мягко говоря, разочаровываемся. Тут выявилось несколько моментов, которые портят картину, но ключевой косяк – это лампа. Дело в том, что в первом отражении видна ее нижняя часть, что сильно портит картинку и становится понятно, что внутри лежит зеркало. Конечно, можно было об этом догадаться заранее, и уже теперь стало очевидно то, что необходима лампа совсем другой формы. Ее вы и видите на экране. К сожалению, она выглядит более современной и не совсем вписывается в такой проект, но это решаемый вопрос. Его, кстати, мы и решаем. Спустя пару часов имеем вот такую уже более подходящую лампу, которая заменила предыдущую. В финале торец зеркала сильно светился и портил картинку, поэтому мы присыпали его опилками. Затем поставили лестницу, накрыли зеркальным стеклом и наконец получили результат. Ждем ваше мнение в комментах, стоит ли дальше экспериментировать с этой технологией. Спасибо за просмотр и добра от топора.